Ну что, пора в Войд. На прощание не забываем порадовать эльфа древними технологиями и получить дэшечку XP, ну все-таки 10%. Прибежали с девайсом вендигротским к Назарудину. Собрались, как это самое, в экспедицию, что есть. С ядами пипец. Очиститель Монро, видимо, мы скупили по всему Аркануму. Он перестал попадаться в продаже, хоть и тресни. Поэтому с ядами у меня дефицит, и с гранатами паралича тоже дефицит, которые делаются из ядов. Динамита всего 3, последний был украден у Эпплби. Огненных преград как грязи, еще я большую часть оставил на складе. Вместо ядов есть ядовитый меч. Если надо будет навешать доту и подождать кому-то очень упертому. Если ему надо будет снять хп, есть пиротехнический топор. Если его надо будет положить, ну и он не из разряда нежить, то это транквилизаторное ружье. И в наследство от Джайны есть еще эликсиры силы, чтобы все эти ружья и топоры держались нормально в руках. Вот, щит, спектрометр потока я выложил нахрен, потому что эти вот 30 кб, они не впились. На всякий случай от ящериц звериные ароматы. Можно вообще пройти в стелсе под камнем Виспер. И некий финальный момент в драке можно оформить через голову хоббитца из таинственного камня. Потому что этот парень появляется и формально не является членом вашей пати. Как однажды было замечено. Ну а соответственно все, что он вытворяет с вашими противниками, идет на счет хоббитца, а не на ваш. Полетели. Привет, Назарудин. Да, погнали. Вот, короче, если что надо вмазать сразу, надо вмазать сразу. Не, они из разряда монстры. Зря намазывался. Поэтому бах. Бах, чтоб не потеть. Харизма пока не нужна. И бах. Все. Пошаговый бегун на особо длинной дистанции готов. Можно стрелять этих паразитов, можно не стрелять. Интересует вот эта платформа. Так я чуть не пойму, это вот он стелс. Так, ну здесь куча медуз. И на случай, если я вляпаюсь в кучу, у меня были предпасены обычные коктейли Молотова, которые раскидывают цели. Но этого не произойдет. Мы пришли к Аронаксу. Да, конечно, проходите. Здрасте. Ну и, короче говоря, можем гнать дальше пафос и троллить его. Блин, ну тут все фразы полные. То есть, короче говоря, со всеми нашими мастерами дипломатии, запредельными интеллектами, у нас разговор на уровне 5-го интеллекта. Я спасать мир. Блин. Хорошо, хоть слова не путаются теперь. Наконец-то мы этот балаган закончили. Так. Ну, мы его можем вытащить. Мы его можем, что называется, оставить здесь после финальной битвы. А мы можем просто его оставить. Вот, ну, собственно говоря, ситуация такая. Он побежит к компаньонам, будет пинать обездвиженных противников и наполнять наш девственно чистый килл-лист. Вот. Кстати, мы за это хапнули еще уровень. 90% уровня хапнули это. Так что теперь можно интеллект и обаяние запредельные поставить. Я, правда, не знаю зачем. Но интеллект, шанс попадания. Обаяние пусть будет. Все равно их девать некуда, эти очки.
Вот, но, собственно говоря, он будет портить килл-лист и все такое прочее. Вот, поэтому практика-то такая, что дальше можно идти спокойно пешком. Приперлись. Вам нельзя, уходите. Ладно, я ухожу. Это как раз те два дуболома, которых надо было укладывать. Вот этим мы и займемся. Ну так вот, эти два утырка, которые нас не пускают, даже без Аронакса, являются формально нежитью. Это значит, что маночка у них тратится только на заклинания, они от нее не устают. Транквилизаторное ружье на них не сработает, то есть оно будет наносить только 1,15 обычного дамага. Они не уснут, ману они не потеряют, ну и как следствие, кнокаут на них не работает. Транквилизатор, анестезатор на них не работает. Яды, у них 100% сопротивление, ядовитый меч им ничего не вкалывает. ХП у них столько, что на одного 3 динамита, может быть, и хватит, а вот на двоих у меня столько нету. Поэтому гиена огненная, нам больше ничего не остается. Вот, погнали жрать бутылки. Так, ну для начала их надо обидеть. Ну, как хорошо обижается, ты гляди, спирит аппарата. Оп! Вот, теперь надо, чтобы они, это самое, в кучку встали. Так, давайте, ребята, куда-нибудь вот сюда. Вот узкий проход. Так. А, у нас броня от Вилариена, как латная. Нам посрать. Ну и, собственно говоря, что, чтобы гранаты не изводить в пустоту по мосту, сначала станем дешевым станом, увеличивая шанс попадания. Потом кладем долгий паралич. Потом отходим, чтобы самим не изжариться. Кладем огненную преграду. Оставляем парней зажариваться. Все. Исполнено. Очки судьбы не потребовались. Потребовался большой мешок с добром. Вот, да, не забываем хиляться. Хиляюсь-то я теперь ого-го как долго. Это вам не какого-нибудь там задрота отхилять. Это, блин, 200 хп. Будешь эти салатики кушать ведрами. Здесь, соответственно, уже начинается драка. Вот, можно, в принципе, их точно так же изжаривать. Вот, потому что, ну, как показывает практика, они все нежить. То есть, в общем, двумя парнями дело не обойдется. Вот. То есть тоже у них мана не повреждается. Поэтому это... Беги, Форест, беги. Это вообще огненные ребята, пробегаем мимо. Не здороваемся с ними. Вот. Так, ну вот эти два бабуинчика. В принципе, я думаю, тут тоже можно пробежать на очках действия. Не станет их. Потому что вот он портал. Так. Значит, там есть один красный бабуин, поговорить с гномами. Но я думаю, так как у меня дерьма навалом, ему тоже следует зажариться. Только это надо сделать подальше от живых гномов, единственное что. Так, понятно, еще один. Undead. Ой, нахера я это ружье пер? Опять, блин, пиротехнический топор, сплошной пиротехнический топор. Паралич. Топором главное не убить, а то кританет. Так, убираем топор. Давай понежнее его. Как-то совсем нежно. Ладно.
Поджариваем. Мимо. Шанс попадания пишется для рукопашного, для пустой руки. Смотрим, как он изжаривается. Единственное, что вот эти смотрелки. Готов. А я думаю, я с гномиками побеседую потом. Так, ну я занимаюсь тем, что чищу проход для Аронакса. Вот, а так бы оставил этого лопуха. Так, ну это я, насколько помню, последние ребята перед входом в штуку. И здесь я, наверное, могу жирануть свой этот усиление в кучу. Надо бить или сильнее, или заметно слабее. А мне нечем. У меня только ядовитый меч, который на них не работает. Вот, идеально. Слишком сильно. Ты хоть обкакайтесь. 50. Много. Так. Продолжаем раскидывать наши гранаты. Это же, ну же их надо же куда-то девать. Так, вот я и деваю. Для пущей точности. Для продолжительности. Вот так. И для... Пиздец какой-то. Ну и теперь поджариваем, ребят, что я могу сказать. Ну пока не жарится, надо салатики доесть. Все, зажарились. Чисто. Аронаксик может проходить. Ну вот она, финальная комнатка, где будет разговор с Кергашей. Только нам этого Аронаксика надо еще достать. Значит, пришлось это самое немножечко... Нахрена я бинты покупал и никому не отдал, вот я делаю. Вот, пришлось немножечко того. Совершить круг почета через острова в пошаговом бое. Все живые, и все исключительно ради Аркаши. Чтобы Аркашу красиво и чисто привести. Я надеюсь, змеюка не умрет с одного удара. Блин, Костюм, придурок, иди сюда. Засамонил за дверью. Так. Сейчас сходим, этому дадим пендаля. Ай, у присядку. Так, бить больше никого нельзя, а то не окочурится от нашей руки. Встанем. Хорошо, всех задевает. А вот огненных преград у меня уже хрен да ни хрена осталось на них. Парализуем. Теперь придется поджарить себе жопу, чтобы было точнее, потому что если она у меня улетит опять в стену, мне это совершенно не устроит. Выходим
из прожарки. Выключаем, ждем гиену огненную. Змея откинулась, Аронакс свободен. Большуны стоят, кайфуют, сам он улетел. Большуны проснулись. Я думаю, им надо дать станущую гранату. Дешевую. Главное же понять, нее кони не двинули. Это попадет им в лоб. Они, правда, под ней недолго стоят. Осыпались. Прекрасно. Великолепно. Можно поднять амулеты защиты от магии. Нахрен надо, правда, непонятно. Вот. Теперь у нас есть свободный Аркаша. От пут и всего прочего. И все еще чистые руки. Нормальный пацифист. Уже сидел бы в гордом одиночестве на останках Кергана. Вот. Он нам, конечно, рекомендует составить пати, но ну его в баню. Так, опять какая-то срань началась. Так, путь по большей части чист, для того, чтобы Аркашка свободно ходил. За дверью после этих чуханов начинаются еще чуханы. Вот. Сюда-то я последнюю бутылку и держал. Вот, с одной стороны, они его могут залупить, с другой стороны... Я думаю, он, как тупой волшебник, будет их в основном руками бить. Вот. Подстанем. Проведем Аркашу куда надо. Вот, я хотел напоследок поговорить с дворфами, потому что экономил бутылку скорости, которая бы свалилась во время диалога, но так как этот уровень уже чист, благодаря нашей читерской гиене огненной, на бутылку скорости уже наплевать. Дверь не открывается. Открывается. Кто вы? Да, тра-та-та, воздушный дирижабль. Давай, рассказывай историю. Так, ну, по делу мерзкий карлик оставим его в покое. Пообещали, что мы за ним вернемся. И бегом, бегом, бегом туда, где мы уже были. Прибыли. Аркашка-то, говорят, перевоспитался. Вот мы его и тащим его. Вот, примем, так сказать, свой. Ой, нет, какой дерьмовый амулет. Вот мой правильный амулет. Ну и это самое. Как говорится, в чем пришли, в том и уйдем. Все. Умница, красавица. Ну, слегка подобрел за что-то, не знаю. Идем к Кергану. Значит, все временные бафы в это время сваливаются. Greetings. Long have I waited for your arrival, and finally this moment has come. I am Kергana, first of the necromancers, voyager in the lands of the dead. I would think not. Although the presence of Aronaksa tells me you already know much of my tale, at least as much as he deemed necessary in order to bring you into his confidence. Very well. Hear my story and decide for yourself. I know that your road has been long, as has my own. Perhaps we might yet see eye to eye. In Arcanum, I was a mage of great power, the only human to ever sit on the great Elven Council. For 200 years I studied the magics of necromancy, the arts of physical and spiritual healing, the resurrection of the souls of the dead. Perhaps it is just the way of humans, but what I had seen and learned was not enough. I craved knowledge, felt the shadow of my own mortality, and so I looked deeper, and the secrets of black necromancy were shown to me. And I reveled in the truths I had uncovered, and I shared them with the council.
Шикарный паровоз. That sad puppet council. They didn't know what to think, and how could they? These were new discoveries. There were no precedents. And they listened to Aronaksa over the voice of their own reason. Aronaksa. From the very beginning, he hated me. Son of Nasrudin, proud elven heir to the leadership of the council. He saw my presence on the council as a travesty, a dishonor to the ways of the magic. He waited for an opportunity to... My studies were of the souls of the dead. Once I had seen the darker side of necromancy, I began to speak with those souls, to animate the soulless, to quench the lives of the living. The bodies I experimented upon were already dead. If I raised their souls to again quench them, who is to say I didn't have the right? I'm no monster. I know that the line between good and evil is a gray one, and perhaps all of my actions weren't necessarily pure. And who are you or they to judge me? And banishment? Banishment for some questionable experiments? The council was prepared to exile me, to throw me out of their number. But no. The jealousy of Aronaksa turned them against me, forced their hand. His words became the evidence against me, and they sentenced me to the void. Yes, for the same crime on a grander scale. And when we met here in the void, I had become so much more powerful than he. And again, he feared my words, and he made war against me. And now he is in chains, and this void has truly become his prison. In your world, your Arcanum, I was powerful. Perhaps the most powerful human magician who has ever been. But to humans, cursed with our shortness of life, our brevity, what is this power? What can be learned in that impermanent spark that is our lives? Nothing. But here, in this so-called prison, there are no limits. There is no end. This place, this void, has no time as you know it. I've been here for more than 2,000 of your years, and yet I've aged not at all. I feel as I did the moment they sent me here, or as when the Dark Elves first called to me. Do you now see? Here I can do everything I did in your world, but I am unfettered by the chains of mortality that time hangs upon us. I truly wish I could. My reasons for returning aren't what you'd think. I had no aspirations for power or domination like your companion Aronaksa did. Aspirations that I became the victim of. No. Those are the motivations of the living, and I no longer place myself among them. If only I could show you the places I've seen, you might understand the things I say. I've been to the desolate lands, wandered by those souls who still see the lands of the living, but wear the cloak of the dead. Blind to their own ends, they cry, passing through one another like shadows in the dying light of day. I've traveled to where souls rot in torment, pierced with the jagged shards of life and vision, clinging to memory, regrets of the flesh. I saw that this prison was of their own making, and the key was in unknowing, in release. And still, I traveled on. And finally, I came to the place where souls go to die, where the mirrored and worn spirits fall into an endless sea of gray, mirrored glass. And I lowered myself within, and lay there among them, and I almost did not return. And do you know what I found there? There, among the silent and battered shells of the innumerable, peace, enlightenment, truth. Only then did I realize that this place, this life, is an abomination, a horrible distortion of the natural order. This life, who mothered pain and fear and envy, these twisted children who exist only because we are here to feed them, to nourish them. This life, this afterthought, a disturbance, a mere ripple in that great dead sea,
not even the cause, but merely an effect, sending these souls upward, screaming for release from the day they are torn from their waters. The effect of what? I do not know, nor do I care. Have you ever spoken with the dead, called to them from this side, pulled them from their silent rest? Do you know what it is that they feel? Pain. Pain when torn into this wakefulness. This reminder of the chaos from which they had escaped. Pain at having to live. There will be no more pain. There will be no more chaos. I see your soul, traveler. It screams, tattered and spent. Do you feel its pull? Do you hear it? I can no longer tolerate the atrocities that this thing, this life has brought about. There will be peace. There will be quiet. Life will no longer be. And so I go to Arcanum to be an end to it. And then I will join the souls of the dead when it is done. Am I? It all depends on your point of view. Take yourself, for example. You've been told from the beginning of your adventure that you're the second coming of Nasrudin, the return of the living one. Do you believe it? As well you should. There are no prophecies. It's just the nature of living things to want to conform their existence to a foreseeable pattern, to attempt to exert control over the chaos that surrounds them. Life by its very nature disallows this. Life is an accident, the result of random chance. Therefore, its nature can be no different. There are those who would look at all that has happened to you, and then look at you, and call you a madman for not believing in the prophecy. Your opinion is based on what you have seen, what you know. My perceptions on the nature of life and death are no different. And why not? I realize that you followed the way of the righteous, or at least that's the role you've decided to play. But you've yet to see the other side. Follow me. Are you daft, woman? Are you not listening to what this madman is proposing? He will kill every living being in both realms, including you. Козлище. Это козлище даже последнюю сцену испортит. Потому что он ломанется бить Кергана, который через 2 секунды должен даже без девайса улететь в пустоту. Как я устал держать кнопку под пальцем. I think you have taken leave of your senses. I will allow you this attempt at a peaceful resolution, even though I doubt it has much hope of success. Splendid. I've spent the last 2,000 years developing my philosophy, but I'm always eager to hear another's thoughts. Please. Yes, let us speak of this. It is my opinion that the nature of life is accidental, that this reality we experience is merely a distortion of death. What say you, traveler? Yes. But what has that experience taught you? I know not the roads you've traveled, but I do know that all living things feel pain and loss. It's my opinion that they feel these things because they were never meant for what we know as life. Their souls are not equipped for it. What? It is for the strong to make decisions such as these. What some people call presumption or fanaticism, I call solidity of purpose. I'm not sure that you've the strength of character to understand what I'm saying. Yes, you're correct. I concede you that point. But I have seen both sides, whereas you have only the lands of the living. Trust me when I say that the souls who are called back to this life are in the most excruciating pain. It's unnatural. What do you mean? Are you faulting the souls of the dead for the meddlings of the living? But you speak as if these souls have a choice when they're brought back. It's the mindless bravado of the living that subjects them to the vagaries of this life. I'm willing to say you might be correct. But what proof have you?
Just because some souls have accepted the nature of this distortion doesn't justify its existence. If what you're saying is correct, then what is the nature of death, of life? Which is the natural state? Why is there... Perhaps it is my own arrogance, my own bravado that has brought us here to this crossroads. The question is, where do we go from here? We've spoken of fate, of prophecy. Have I traveled this road too long to turn back? Perhaps I have no choice but to continue on to the end. Truly, I wish there were freedom for me, but I cannot let go of this life knowing that I might be called back to its pain. No, it seems I have no choice. Really? You can sever the bonds which hold my soul to the lands of the living? This object can actually do that? So many years I've raged against the living. All those years, and the distortion was in my own soul. No man can see the nature of his flaws with diseased eyes. The contradiction lies within me. Yes, I thank you, and I'm sorry. So very, very sorry. Perhaps some souls are born into death. They never knew how to live. Goodbye, traveler. My road ends here. I wish you luck on yours. Most assuredly. Так, вот это место, когда наш товарищ мог бы не сувать Кергану в харю, Керган бы сам, без использования девайса, превратился бы куда надо. Но он уже вступил в бой. The defeat of Lucan and his henchmen, coupled with your freeing of the ghost of Bessie Tomb, enabled Shrouded Hills to grow and become a thriving community once again. A new silver vein is discovered in the old Bessie Tomb mine. Workers pour into town by the dozens, and within a few years, Shrouded Hills is a bustling boomtown. Such towns often have problems keeping the peace. Shrouded Hills has no such trouble, mainly due to the efforts of their new sheriff, Doc Roberts. Following the deaths of Pollock and Darian Mogg, the Boyle was demolished and then built anew. The Bentley was renovated and became the most elegant hotel in Tarrant. The owner, the Honourable Mr. Caleb Malloy, is often seen mixing drinks for his guests in the hotel bar. Because you convinced the mayor of Blackroot to rejoin Cumbria, there is a small struggle between Maximilian and the Industrial Council concerning ownership of the town. Maximilian was determined to defend his own, and he was successful in doing so. Under the protection of their new king, Blackroot grew into one of the most important port cities in all of Arcanum. Khan Karai of the Bedokan made a lasting peace with the elves of Kintara, and together they rid the glimmering forests and the dark fens of poachers and of the spoilers of the land. In time, the Bedokan became a more civilized people, sharing in the wonders of the new age. Upon returning to Arcanum, Aronaksa buried his father on the Isle of Thanatos. Later he traveled to the Vendigrot wastes, and there used his powers, and single-handedly raised the city from the ruins it had become. Вендигрот again became a place of awe and wonder. Теперь по-быстрому оставим Потлатова за дверью, который мешает вести переговоры. I would think not. Although I know that you've already spoken with Aronaksa, so you very well in Arcane. Perhaps it is that's Aronaksa. My studies were of the souls of the dead. And who are you? This place, this void. I truly. If only I could show you the places I see your soul, traveler. I can no longer tolerate the atrocities that this thing. Am I? It all depends on your point of view. As well you should. There are those who would look at all that has happened to you, and then look at you, and call it splendid. Yes, let us speak of this. Yes. But what has that experience taught you? What? It is for the strong to make decisions such as these. What some people call presumption. Yes, you're correct. I concede you that point. But I have seen both sides. What do you mean? Are you faulting the souls of the dead for the meddlings of the living? But you speak as if these souls have a choice when they... I'm willing to say you might be correct.
But what proves that? Just because some souls have accepted, perhaps it is my own arrogance, my own bravado that has brought us here to this. Truly, I wish that really you consider so many. Yes, I thank you. Goodbye, traveler. My road ends here. Don Throg, following because of your outstanding under the continued leadership Conquerai. Yet, after all of this, Arcanum is still what it always was, a place of possibility.